На повестке дня звенящий и люфтящий штормбрейкер. Для разбора выкручиваем два винта в нижней части корпуса. После нам нужно разъединить половинки. Здесь и здесь находятся две жесткие клипсы. Также посередине корпуса находится тонкий и нежный шлейф, который нельзя повредить при раскрытии. Для того, чтобы разъединить половинки, нужно слегка надавить в этой области, подцепить пальцем и начинать располовинивать. Здесь нужна так называемая нежная сила. То есть усилие должно быть, но не чрезмерным. Располовинили корпус и потихонечку начинаем сдвигать, потому что здесь и здесь находится два зацепа. Нежно, аккуратно разъединяем. Здесь мы видим тонкий шлейф для боковых кнопок. Нужно поддеть фиксатор пальчиками, и аккуратненько все это разъединяется. Половинки разобраны. Для того, чтобы снять боковые кнопочки, нам нужно открутить вот этот винт. И кнопки спокойно вытаскиваются. Сами боковые кнопки просто пальцами поддеваются, вытаскиваются. Здесь конструкция корпуса очень похожа на то, что делают в Final Mouse. То есть спинка вместе с базой и кнопками крепится с помощью одного маленького винтика. Важно обратить внимание, столбики, фиксирующие спинку, идут сквозь базу. И просто так, легким движением руки, оно все равно не вынимается. Поэтому нужно смотреть, чтобы эти столбики не обломились. Опять же, принцип нежной силы. У нас сразу вываливаются основные кнопки, которые мы можем убрать. И здесь мы контролируем, чтобы эти столбики не отвалились. Основная часть корпуса у нас разобрана. Осталось отсоединить аккумулятор. Просто пальцами. Никаких проблем нет. Также мы должны отсоединить шлейф от сенсора. Аккуратненько отсоединяем и откручиваем 4 винта, которые крепят основную плату. Микрик колеса у нас отличный, мы его не трогаем. Энкодер колеса, с ним тоже никаких проблем нет, просто обновим смазку. А вот оптика от Tamron, она очень сильно деградирует в качестве клика, когда убираются все люфты. Поэтому нам это все придется выпаивать. У корпуса для фиксации кликов есть очень серьезная проблема, на мой взгляд. Это способ фиксации для сайд-тревела. Ограничители в данном конкретном случае идут внутренние, то есть не ограничения справа и слева от толкателя, а именно что вокруг, изнутри самого толкателя. Лопухи кнопок огромные, и из-за уменьшения зазоров изнутри при нажатии слева либо справа от центра кнопки происходит излишнее трение и неприятное ощущение от нажатия. Будем пробовать пофиксить, и это одна из тех причин, почему мы меняем оптический Omron на механические. Оптический Omron достаточно проблемные для выпаивания, потому что, к сожалению, у меня нет такого жала, чтобы должным образом выпаять и оптические элементы, вот эти два контактика, и, соответственно, основные большие контакты. Поэтому оптика у нас идет в утиль, и мы спокойненько поддеваем спереди и сзади крышку корпуса. И таким образом мы сначала выпаиваем оптику, а потом уже остальную часть микрика. Я повторно микрики не использую в своей работе как для клиентов, так и в целом для себя, поэтому все это идет в утиль. Микрики подготовили, теперь точно паять. Сначала флюс. Попробую использовать флюс механик. Нанесу довольно щедро, для того, чтобы у нас все хорошенько перемешалось. Да, я задену и среднее отверстие, но не думаю, что в этом есть что-то страшное. Добавляем щедро,
для того, чтобы все перемешалось как следует. Добавляем везде. И нам понадобится нормальная такая капля, чтобы сразу выпаивать все. Идеально. Если честно, даже легче, чем я ожидал. Можно было не разбирать. Я для пробы на одной из мышек пробовал выпаивать оптику, и там был лютый геморрой на самом деле. Блок работы с основными кнопками у нас короче, чем обычно, потому что я банально не смог заснять. Не было возможности подсъема. В чем обстоит дело? Если мы пытаемся устранить люфт изнутри, где находится ограничитель, то кнопка нестабильная, и при нажатии она либо трется, либо происходит кривое нажатие. Поэтому пришлось все-таки устранять люфт снаружи. Из-за того, что здесь очень большие зазоры, пришлось использовать нестандартные материалы. В данном случае это очень толстый слой тефлона от Hotline, насколько я помню, это Hotline V3 или V4. Также, с другой стороны, вот здесь была добавлена медная лента и кусок тефлона. Сначала мы это на собранной мыши примерили, получилось все четко и идеально. Теперь, когда это все держится довольно-таки посредственно, мне это нужно первоначально зафиксировать. Это суперклей. Технически это клей для ресниц, но это точно такой же цианокрилат. Поэтому просто используем такой клей, используем насадочки подобные, они продаются на Озон, Алиэкспресс и так далее. И капелькой просто немного фиксируем.
Фиксируем также с другой стороны. Это первоначальная фиксация. Также для того, чтобы устранить вертикальный люфт, был использован пластырь вот такого плана и тефлоновый скотч на другой кнопке. Естественно, все материалы для каждого зазора подбираются индивидуально. В данном случае зазор был больше, поэтому пришлось использовать один пластырь. Здесь зазор был меньше, пришлось использовать пластырь уже, соответственно, потоньше. По сайд-тревелу у нас, как вы видите, дела обстояли одинаково, и с обеих сторон пришлось использовать одинаковое количество слоев и одинаковые толщины материалов. Сейчас где-нибудь здесь сбоку я приложу фотографию, какое количество и какая примерно толщина у меня вышла. Но если вы не можете подобрать идеальную толщину, вы наклеиваете, например, кусочек тефлона, проверяйте, кнопка не нажимается. Тогда вам нужно снять кнопки с помощью пилки или другого абразивного материала. Снять пластик буквально одним-двумя движениями. Примеряйте. Одно-два движения примеряйте. Не нужно слишком сильно стачивать, потому что вы наверняка снимете слишком много, и вам придется набирать придется набирать снова и снова дополнительные слои материала. Не думаю, что вам это нужно. Поэтому лучше по чуть-чуть, но наверняка с первого раза сделать. Моя прошлая петличка сошла с ума. Надеюсь, что сейчас меня слышно гораздо лучше. Так вот, для того, чтобы основные кнопки в меньшей степени бились о корпус, я наклеил вот такой демпфирующий материал. В карточке товара написано, что это вспененная Эва, но даже больше похоже на самоклеющийся поролон. Обращу внимание только на то, что где левая кнопка мыши, я использовал более тонкий поролон, потому что он банально прожимается. И важно, еще раз уточню, да, выглядит по-колхозному, но все сидит крепко и никуда не денется, свою функцию полностью выполняет. Продолжу. Обратите внимание вот на это ребро жесткости. Именно оно вот в этом и в этом месте будет нажимать на демпфер. Если вы хотите, чтобы в этой части не нажимало, тогда вот здесь придется либо смещать туда, либо сюда, и придется использовать большую толщину. В зависимости от зазора болванки колеса используются разные материалы. В моем конкретном случае это будут два куска медной ленты, они потоньше. Если вы хотите использовать более толстую алюминиевую ленту, то тогда, скорее всего, хватит одного слоя. Я хочу и спереди, и сзади использовать. Кстати, на основной плате, на родном микрике колеса наклеен вот здесь такой пятачок для того, чтобы колесо выровнять по высоте. Обращайте на это внимание, когда будете разбирать мышку, потому что он приклеен довольно-таки слабо и он очень легко теряется. Поэтому используйте суперклей или какой-нибудь другой клей для того, чтобы это все вернуть. Я буду использовать праймер для того, чтобы все максимально крепко держалось и клей хорошо схватился. Праймер у нас 3М. Такой. Ждем высыхания и продолжим. Пока у нас сохнет праймер у базы, я наклеил в несколько слоев алюминиевую ленту над колесом. То есть колесо у нас будет находиться вот так. И в данном случае вот эта часть ленты, она будет давить на болванку колеса. В моем конкретном случае понадобилось 4 слоя алюминиевой ленты. Количество слоев и толщину слоев вам придется подбирать на своей конкретной мыши. Может, вы потеряете родной пятачок, который наклеен здесь. Тогда слоев может быть 5, например. И так далее, далее, далее. То есть оно клеится именно вот сюда. Здесь у меня уже отрезана лента. И отрезана ее, я бы даже сказал, немного больше, чем нужно. Поэтому я наклеиваю сначала с одной стороны.
заворачиваю. Оно схватилось. Теперь я использую вот такую лопатку для того, чтобы примять именно здесь, выровнять в нужном месте. И теперь можно спокойно завернуть и скрутить все в обратную сторону. Обратите внимание, болванка колеса вот этой частью прижимается именно вот сюда. И второй слой сюда внахлёст не должен попадать. Не забывайте промять в местах, где колесо будет соприкасаться с лентой. Сразу же можно примерить болванку. Она ходит достаточно плотно, это хорошо, потому что у любой ленты, что медной, что алюминиевой, есть некоторая степень усадки. Поэтому, когда мы соберем мышку, мы какое-то время будем кликать на среднюю кнопку, и у нас все четенько разработается, плюс еще будет смазка. И поэтому у нас не будет ни люфта, ни лишнего дребезга, и нажиматься все будет достаточно хорошо. И повторюсь с предыдущим отрезком, не забываем про наклеивание ленты вот здесь. Иначе у нас болванка будет прыгать вверх-вниз и издавать лишние звуки. Сейчас мы прокручиваем, смотрим и примеряем, потому что у нас есть, слышно, не слышно, паразитные неприятные скрипы. Сейчас мы проверяем, насколько хорошо все прилегает, не нужно ли нам каких-то дополнительных слоев. Сейчас придется мышку снова разобрать, плату снова открутить. Мы здесь примерили, у нас здесь сейчас по ощущениям все хорошо. Сейчас будет один промежуточный этап склеивания. Ну что, господа, винты открутили и запоминаем, где у нас находится плата, на какие столбики она опирается. На это место мы наносим клей Т7000 для того, чтобы наша плата не скрипела. Здесь у нас часть под микрики. Делаем капельку. Естественно, все прижмется, никаких проблем с работой не будет. И с возможной разборкой тоже. Просто с обратной стороны по чуть-чуть добавляете спирт, и у вас все будет работать идеально. Проверяем. Плата у нас сидит идеально. Можно теперь продолжить смазку. То есть мы сейчас добавляем с избытком. Обязательно сначала с избытком, чтобы весь узел колеса с этой смазкой наелся, так скажем. А потом излишки мы убираем с помощью ватной палочки.
Эта часть мыши у нас благополучно готова. Используем поролон без эффекта памяти. Он подрезается нужным образом. Для каждой конкретной кнопки отдельно используется. Эти два кусочка по толщине немного отличаются. Он не должен быть скомкан, он должен быть правильно расположен. На самом деле он никуда не денется, но если хотите, то можете использовать тот же самый клей B7000. И один, наверное, из самых важных моментов – это закручивание винта. Его ни в коем случае нельзя ни докручивать, либо тем более перекручивать. Его нужно именно правильно зафиксировать. Теперь, для того, чтобы кнопки правильно схватились, мы их фиксируем, закручивая корпус. И, соответственно, закручиваем на оба болта. И ожидаем 5-8 часов, пока все склеится. Сейчас будет довольно ответственный момент. Нужно запастись, во-первых, клеем, во-вторых, ватными палочками, в-третьих, спиртом. И не забываем обязательно про отвертку и про центрально крепящий винтик. В ритме вальса поехали. Сначала мы наносим клей. В указанные здесь места. Небольшую полосочку вот здесь, совсем чуть-чуть. Слишком толстый слой не нужен. Теперь мы надеваем все это, аккуратно сдвигая вперед, прижимаем. Второй момент. Нам нужно сначала попасть центром, и уже потом нужно ловить либо наоборот. Как-то так. Теперь все это сразу же нужно
скрепить центральным винтом. Здесь у нас могли остаться какие-то микрокапельки, хотя мы добавляли всего ничего, но на всякий случай, чтобы это все потом тяжело не оттиралось, мы все это смоем с помощью спирта. Теперь мышку мы предварительно собираем, то есть мы не проклеиваем половинки для того, чтобы у нас правильно схватилась спинка. И дальше уже закручиваем на винты и оставляем склеиваться.